Всем привет! Вы на канале Aqua and Games. И вот очередная моя авантюра и хотелка. В прошлом видео, там где обзор аквам отдела в супермаркете Хорнбах, я там приглянулся мне эти раки. Ну и короче запали они мне так в душу, и решил я все-таки взять их попробовать. Это австралийский красноклешневый рак. Еще четко не видно там, где самец, где самка. Ну, у самца должны на клешнях быть красные такие клыки. Ну, окраска такая по краям. Но не видно еще. Он там погуглил, пока спросил ребят, которые занимаются раками. Объяснили, что у самочки на третьей паре ног должны быть такие два отверстия половых, а у самца такого нету. Ну и там, короче, озадачил продавщицу, мы ловили, смотрели, высматривали. Ну, не знаю, так прямо четко трудно определить, тем более первый раз я этим занимался. Но надеюсь, что не подвел меня глаз и взял пару. Ну, сейчас я высажу их, пока временно здесь все, что этот многострадальный креветочник типа, который должен быть. Ну, пока в него, чтобы они это и порассматривать их, и адаптировались. А потом я их, думаю, там, наверное, возьму пластиковый бокс такой и буду держать их в пластиковом боксе, чтобы побольше литраж был. Ну и сейчас будем распаковывать, выпускать их. Ну вот и попробую показать. Может, кому-то будет полезно. Это самец. Вот у самца на первой паре ног от хвоста есть такие, как вот тут шипики, такие наросты. У самочки такого нету. И у самочки на третьей паре ног от хвоста вот тут. Куда ты бежишь? Третьей паре ног, раз, два, три от хвоста, вот тут у основания два таких отверстия. Сейчас покажу самочку. Вот эта самочка, ну вот у нее вот тут нету этих наростов на первой паре ног. Ага, так будет видно лучше. Вот тут нету этих наростов. А здесь свет отсвечивает. Не видно, наверное, да? Ну вот, короче, на третьей паре ног вот тут два таких, вот у основания ног две такие, как дырочки, как отверстия. Вот, можно их видеть. Вот. Видите, четко видно. Вот. И вот. Так что вроде как такая красавица. Это самочка, это самец. Вот. Ну, сейчас запустим их, покажу в аквариуме их. Короче, запустил я их, но тут сейчас еще воды буду подготавливать, подливать. Короче, у них тут бодаются они. Надо будет им растючки закинуть, чтобы это и какие-нибудь камушки, может, горшочек какой-то, короче, чтобы укрытие было у обоих. Это теплолюбивые раки, рекомендуется им 24-27 градусов вода. Вот. Ну вот. Растут они до 15 сантиметров.
Ну, в общем, надеюсь, вроде как все правильно угадал. Вот этот с правой стороны более синий — это самец, и слева это самочка. Так, ну и еще вот купил, покажу сейчас. Это укрытие, гнездо для ларикарий красных наших. Потому что я смотрю, что одна самочка прям такая пузатенькая. А если, ну, те, ох, у них тут, конечно, замес идет, сейчас поотрывают клешни. Надо быстрее что-то разделять их. Те трубочки, которые у меня, там им маловатые, а это вот такая гнездо глиняное. И у меня они сквозные, а тут ну, с дном, или как сказать, с тылом. Вот, и я думаю, тут будет им лучше. Поместим туда. Это здесь, где наши ларикарии. Вот. Ну, а раков сейчас будем доливать им водичку. И растючки еще добавим. В общем, самка такая настырная, атакует самца. Кинул я им тут камень, так, чтобы немножко разделить территорию. Много грязновато с этим, но сейчас тут все устаканится, я немножко подсифоню потом. Да, это с растения тут тоже нанесу. Не знаю, может, конечно, для них это естественные эти атаки. Ну, интересные, конечно. Надо будет им, конечно, норки. Вот, грубо говоря, вот такие трубочки тоже им были бы отлично. Самец уходит, а это ходит, его ищет. Я не знаю, может, еще вот тут у меня есть такой, как он, цветочный горшочек маленький. Может, тоже, или еще там посмотрю. В общем, опа, попался. Она его поджидала за этим камнем. Ну ладно, будем наблюдать. Сейчас запустим тут фильтр. Надо водички еще долить. Сейчас сделаю заодно подменку здесь в этих, а эту водичку им налью туда. Так, ну все, кому интересно следить за дальнейшей судьбой этой парочки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. У кого есть возможность и желание, можно поддержать канал путем оформления спонсорства. И там есть еще такая кнопочка «Спасибо», которая там тоже, ну, стоит там сколько-то. Все там суммы символические. Но они и для развития канала очень было приятно будут воздействовать. Ну и для меня это будет и помощь в аквариумистике, и мотивация для дальнейшего ведения канала и делать интересные видео по возможности. Все, еще раз всем всего доброго. Пока, до новых встреч.
на нашем канале. И заводите аквариум.